Всем привет! Это не первое музыкальное шоу, это Никита Золотов. Мой прошлый выпуск был про грузинскую музыку, и сегодня я снова здесь, в Грузии, в Тбилиси, потому что я приехал на концерт Джастина Тимберлейка. Вообще говорят много сейчас о туре, который он делает, что он там достаточно лениво отрабатывает, нет каких-то классных подтанцовок, его глобального шоу. Халтурит, в общем, одним словом. Вот, и я приехал разобраться, собственно, так ли это. Сегодня я вам покажу людей, которые пришли на этот концерт, покажу вам Джастина, покажу сам концерт, который проходит на Динамо-арене в Тбилиси. Так что пойдемте узнаем все вместе. A Justin Timberlake concert in Europe is going viral for all having a terrible time. Justin Timberlake's tour falling Some apart. fans say they want a refund after the show by крайне Timberlake. разочарованы концертами Джастина Тимберлейка, уходят с середины его шоу и всячески критикуют его выступления и пение. Концерт проходит в рамках тура The Forget Tomorrow World Tour, который начался в апреле 2024-го. За последние 5 лет это первый тур Джастина. Концерт в Тбилиси был аж 119-м в списке. Если он и халтурит, может, он просто подустал? Не было такого варианта, требовательные вы мои. Всего в рамках тура он посетил 28 стран. Самое большое количество билетов было продано в Амстердаме — 45 890 человек. Но это было до того, как объявили продажи билетов в Тбилиси. Здесь за 6 часов было продано 55 тысяч билетов. Вот это будет жара. Мы открыли ссылку страницы с билетами за 2 часа до старта продаж. И были всего лишь 7-тысячные в очереди. 23 июля в Тбилиси. 35 человек. Давайте быстрее. Ребята, вы там не одни. Конечно, для этого выпуска было бы идеально взять интервью у самого Джастина. Вот я и хожу с самого утра и ищу, в каком отеле он остановился. Я бы его спросил: а ты уже попробовал грузинскую кухню? Любишь ли ты фильмы Георгия Данелии? Короче, жара реально невозможная, у меня путаются слова. Мне нужна вода. Джастин, скинь водички! Джастина мы так и не нашли, но отель узнать все же удалось. Его узнала одна девушка в спортзале. Я не смело попросила фото с ним, особо не надеясь, конечно. Да, он мне отказал и извинился. Он просто зашел, шутил, говорил со всеми, кто был в зале. Стоял рядом со мной и терпеливо ждал, когда я закончу прыгать на скакалке, чтобы забрать свой телефон, который лежал за мной. В Тбилиси сегодня реальная жара, 34 градуса. Я видел, что Джастин на других концертах этого тура надевал иногда куртку, но сегодня, я думаю, ему придется снять даже футболку. И надеюсь, он в отличной физической форме. И пресс у него не такой, как у меня после недели поедания хачапури. Интересно, а что люди ждут от концерта? Какая любимая песня у вас? Мамия Рима! Мадонны он поет. Одна любая. Take me river. Какие ожидания от концерта? Лучше. Мы выучили пару песен. Какие? На русском и на английском. Mirror. Мы ее 3 дня поем. Я слышал, что просто он сейчас уже не так активен, не так молод, и, в общем-то, шоу уже не такие. Я была на его концерте в Москве 11 лет назад. Я тоже уже 10 лет прошло. Ну, все будет точно так же, мне кажется. Ничего там не прошло. Я думаю, что Все, будет... спасибо вам большое. Спасибо Вам хорошего концерта. Спасибо. Надеюсь, все будет клево. Вы Никита. Я Никита. Вот мы и рядом со стадионом. Я уже здесь слышу и грузинскую речь, и русскую речь, и украинскую речь, и даже англоязычную речь. Мы здесь даже встретили участников популярной грузинской группы Мгзавреби, которые стояли перед нами на концерте. И вот появился Джастин в куртке. Все говорили, Тимберлейк уже не тот, но Тбилиси явно стал исключением. Здесь он выложился по полной, пел, танцевал. Жара была лютая, и под конец Джастин не выдержал и снял куртку, но не футболку, кремень. Да, я видел покруче шоу, которые у него там в интернете выложены, но я думаю, такой огромный состав и количество оборудования возить, конечно, тяжело и дорого. Поэтому в целом
Я максимально удовлетворен концертом. А мне тоже концерт очень понравился. Но Джастин не снял куртку. В самом конце только. Мы не знаем, как он выдержал в эту жару. В куртке и футболке. И футболку не снял. Видимо, тоже покушал хачапури перед этим. С другой стороны, я вообще нереальный фанат музыки и концертов. Меня и на классической музыке разматывает так, что людям, сидящим рядом, становится неудобно. Поэтому нужно узнать мнение еще у кого-то. Я думала, меня раскачает от одних песен, а меня раскачало вообще от других. It goes around, goes around, goes around. Это песня моего детства, я в школу ходила, когда она вышла. Я думала, вот под нее я буду плакать. Но нет, я просто кайфанула. А песня «Sexy Back», я не знаю, что со мной было. И меня просто вот так трясло, и это был такой фейерверк классный. В общем, да. А тебя? А вы просто с девушкой поехали или тоже нравится Timberlake? Я просто с девушкой поехал, потому что мне нравится Timberlake. Одни эмоции, очень все понравилось. Супер. Какие артисты, как они все отдаются. И флейта, и гитара, и бас-гитара, и трубачи. Ну, А в Грузии первый раз? да, Да, как вам Грузия? нам безумно нравится. Первая поездка, но она не последняя, мы уже планируем сюда вернуться. Очень вкусно, красиво, мило, уютно. В ТикТоке было много видео, где он не поет, да, особо во время своих концертов. Но в этот раз все было очень круто. Все успел клево. Ходите на концерты обязательно, слушайте музыку. Все классно, все организовано. Грузины молодцы. Приезжайте на концерты в Грузию. Концерт прошел на Динамо-арене. Люди приходили за 4 часа до начала выступления, чтобы занять лучшие места. Кто-то здесь впервые только ради концерта, кто-то ждал, изнывая от жары, кто-то падал в обморок, а кто-то любовался охранниками. Считаю, что концерт удался на славу. Но кого же благодарить за это, кроме Джастина? Этот концерт организовали Starring Georgia. Правительство Грузии придумало этот проект, чтобы привлечь в страну мировых звезд, а вместе с ними туристов, которые увеличат продажи отелей, транспорта, ресторанов и других развлечений. Кажется, план удался. По данным министра культуры Грузии, на концерт в Тбилиси, как говорит Джастин, приехало больше 20 тысяч туристов. Вот и закончился концерт. Люди расходятся кто куда, кто в отеле, кто по домам, кто уже, возможно, бежит в аэропорт, чтобы улететь в свои страны. Это было замечательное шоу, мне очень понравилось. Я, кстати, пошел в отель монтировать выпуск, так что постараюсь не задерживаться. Постскриптум. Уже закончился последний концерт тура, и Джастин у себя в соцсетях написал о том, что в течение тура он заболел очень тяжелым инфекционным заболеванием, которое называется болезнь Лайма. Я сейчас вам прочитаю основные симптомы этой болезни. На первой стадии появляется кольцевидная сыпь, лихорадка, температура, слабость, мышечная головная боль, озноб, увеличенные лимфоузлы. На второй – боли в суставах, онемение, покалывание в конечностях, проблемы с сердцем, неврологические нарушения, паралич лицевого нерва, сильная усталость, нарушение памяти и концентрации, депрессия и тревожность. А на третьей стадии – хронические боли в суставах, невропатия, когнитивное расстройство, постинфекционная хроническая усталость. То есть чувак реально испытывал большую боль, реально очень сильно уставал, и каждый концерт давался ему просто очень-очень тяжело. Так что хейтеры, которые говорят, что Джастин уже не тот, бог вам судья, в общем-то. А у меня на этом все. Слушайте хорошую музыку, да побольше.